Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на канале Блог Торгаша. Сегодня хочу рассказать вам, вообще поделиться опытом с тем, как получить в Израиле бидуд малон, так называемый. Да, это гостиница, в которой можно проходить карантин в связи с этим нашумевшим вирусом ковида. Да, там. Все номера в этом отеле двухспальные. Односпальных нету абсолютно, поэтому хоть мне нужно проходить изоляцию одному, но вот в комнате имеется только такая большая кровать. Да? Здесь какие-то декоративные элементы, подсветка на потолке, лампы. Ну, у каждого лампа там, да, если бы здесь жили 2 человека. И панель управления, состоящая из 4 кнопок. Такие вот кнопки интересные. Я так понимаю, что первая кнопка, это, скорее всего, кондиционер. Это вот эта лампа, которая над головой здесь. Обычная лампа. И вот эта кнопка, я точно уже знаю, что она отключает вообще свет во всей комнате. Здесь у нас имеется табуретка, да, такое кресло. Зеркало, кому нужно. Воду это я уже сам поставил. Тут видно, что это белорусская вода. Дарида. Реклама будет нашему производителю. Окно. Балкона нет. За окном у нас такая якобы искусственная травка. Вид. Ну, вида никакого такого туристического нету. Солнце не светит, жары нету. Отель, кстати, 11-этажный. Так, что здесь? Здесь у нас, получается, спрятан рефрижератор Мекарер. Ну, это просто маленький такой холодильничек, в который я уже положил свои вещи, да, еду, которую припас. Это запаска воды, чайник. Здесь есть израильский кофе, сахар, пакетики с чаем. Ну, такое по мелочи. Ну, в принципе, все есть. Здесь, ребятки, это я вам покажу чуть позже, то, что нам принесли на еду, на обед. Давайте вместе посмотрим. Вот здесь номер комнаты, 303, да, это сейчас мы здесь находимся. Попозже, немножко попозже, всему свое время я вам покажу. Здесь на стене, как в любом, наверное, отеле, да, в Турции, в той же, есть панель управления кондиционером. Так, здесь у нас находится шкаф, пустые вешалки, что-то там еще из постельного, какие-то подушки. Не рискнул бы я, конечно, использовать эти подушки, здесь все в пыли. Сейфик, кому нужно, не знаю, тут надо какие-то цифры надо вводить. Тут инструкция, кто умный в подписчиках, расскажите, скорее всего, вы все знаете у меня, поэтому можете написать. Так, при входе у нас тоже какая-то панелька. Тут что-то можно сделать. А вот с этой картой есть один прикол. Я вам сейчас все расскажу, как я лоханулся, но умные люди мне подсказали. Заходим в ванну. Есть несколько комплектов полотенец. Здесь одно лежит возле умывальника. Тут сейчас такой прикольный, как он называется, для женщин. Ой. Короче, голову они сушат, и ух ты, ничего себе, как он. Оказывается, это кнопка, ребята. Вот здесь в ручке это кнопка. Вот здесь какие-то режимы переключаются, больше, меньше, там, холод. Вот. А кнопка сама здесь включения. Интересно, интересно. Вот здесь, что удивительно, написано радио. Здесь можно переключать, я так понял, громкость и какие-то радиостанции включать. Но, не знаю, я щелкнул, ничего не включается. Так, ну, толчок прикольный, да, который вмонтирован в стену. Сейчас это модно так делать. По крайней мере, в Минске люди так любят делать, да. Типа понты такие, у меня унитаз не стоит на полу, у меня суперски. Дверь, вешалки. Здесь 2 банных полотенца. Что интересно, да, здесь есть гель для душа и шампунь. Интересно здесь что? То, что бутылки полностью залиты там доверху. Я уже душ принимал, поэтому проверил. И у меня вопрос, они каждому человеку заливают? Либо это новые бутылочки?
Вот, потому что вряд ли можно за 10 дней использовать сразу всю бутылку. Ну, если, конечно, наши не переливают куда-то там себе. Тут такая есть нитка. Не знаю, ребята, если тоже кто-то в курсе, расскажите, для чего она нужна. Тут тоже какие-то надписи. Так вот поближе покажу, может будет видно. Что-то там есть. С душем был прикол. Сейчас расскажу. В общем, вот здесь, как обычно, включается вода. Ну, налево горячая, направо холодная. Думаю, как же включить этот душ, потому что вода изначально пошла из этого крана. Ну, там есть такая пимпочка, как в Минске, все, Беларусь, да, классная страна, все работает. Нажимаю и получаю душ, воду откуда-то сверху. Смотрим, а вот оно. Вода пошла вот с этого. Мучился. Переключал. Ни хрена эта штука не работает. В итоге отключил воду. Отключил эту пимпу. Потом включил вон ту нижнюю. И только тогда вода пошла отсюда. Ну, ладно. Вот такие приколы, да. Может быть, кто-то чаще бывает в отелях. Поэтому для него это не новинка. Но для меня это было прикольно. А теперь обещанный прикол про эту карточку. Смотрите. Да, не увидели, но, короче, свет в комнате абсолютно погас. И изначально, что я делаю? Я захожу, вижу эти кнопочки. Вот эти кнопки на стене. И начинаю их классать, нажимаю. Ничего не загорается. Загорается только коридор и все. Ну, что такое? Потом мне говорят, вставьте вот эту карточку, это ключ-карта, да, от этого электронного замка. Вставьте вот в эту ерундовину. Я его вот так вот вставляю. Иду нажимать кнопки, снова жму кнопки, и ничего не срабатывает, ничего не работает. Да что ж такое? Опять говорят, вставьте. Оказывается, ребятки, я потом, ну, все-таки инженерное образование, да, тут не хухры-мухры, я туда заглянул, в эту штучку, попытаюсь вам показать. Вот, видите, там есть такие, ну, как зубцы. Я понимаю, что это какие-то датчики, и запихиваю уже эту карту не просто, а вот так вот с трудом туда, с упором. Вуаля, и все заработало, все включилось. В общем, бывают и такие косяки. Ну, комнату я вам показал. Как выглядит отель снаружи, сейчас появятся фотографии, какие-то видео я делал на улице, потому что сейчас я выйти уже не могу. И давайте расскажу немножко о том, что же нужно пройти, чтобы получить все-таки вот этот малон. Малон — это в переводе отель. Бидуд малон, бидуд — это изоляция, малон — это отель. Поэтому бидуд малон — это отель для изоляции. Ребята, честно скажу, хотел найти в этой комнате локацию получше, чтобы как-то видео было интересным, но кроме как на этой кровати видео записывать абсолютно неоткуда. Поэтому будем общаться как-то здесь. В общем, изначально, когда вы приезжаете в аэропорт Бен-Гуриона, ну, прилетаете, точнее, да, что вам нужно сделать первым делом? Первым делом вам нужно пойти к солдатам. Солдат на иврите хаяль. Поэтому можете подходить и спрашивать: «Эйфо хаяль», где солдат? Ну, если у вас будут задавать какие-то вопросы, можете сказать: «Они роце лекабель бидуд малон». Ну и обычно они отправляют вас куда надо, да, там рассказывают идти прямо, налево. В общем, визуально, чтобы вы поняли, это надо спуститься вниз, там будет очень такая крутая горка, вы ее ни с чем не перепутаете. Вот когда вы будете выходить, вы получите сначала такую синенькую бумажку, сейчас я вам ее покажу, да, и спускаетесь вниз до самого низа, но не выходите за рамки. Рамки вот эти, это и есть граница. Как только вы перейдете за эти рамки, вы уже пересекли границу Израиля. И все, назад вернуться к этим солдатам вам не получится. Поэтому внимательно идете вниз до рамок. Увидели рамки, стойте, все. Лучше переспросите, где тут этот хаяль. Потому что, ну, не получите в этот малон. Почему говорю? Потому что потом уже встретил тоже ребята из Беларуси. И они не смогли получить этот малон, потому что уже вышли за рамки, спрашивают, а куда идти? В общем, поворачиваете после этой горки вниз и налево. Там такая стеклянная
как бы кабинка, и сидят 3 солдата, молодые парни такие, там одна девушка и 2 парня. В ноутбуке там что-то в игры играют или что они делают. В общем, подходите туда, ну и говорите опять же эту фразу. Они роце лекабель бидуд малон. Ну, они просят ваш паспорт, даете ему паспорт, говорите, откуда прилетели. Ну, можете посадочный талон показать, да. Либо на английском. Они на английском, кстати, хорошо общаются, поэтому можете с ними тоже вести беседу на английском. Все прекрасно понимают. В общем, вам оформляют бидун малон. Что здесь, в чем тут есть косяк такой? Все мои друзья, которые раньше прилетали в Израиль, они селились в Тель-Авиве и в Нетании. Да, может, есть еще какие-то отели, но вот мои друзья селились там. Сегодня и вроде как на всю эту неделю, да, буду давать гостиницу только в Иерусалиме. Дан Панорама, это 5-звездочный отель вот это, да. Ну, якобы 5-звездочный, хотя тут косяков хватает, не знаю, кто-то тут все попортил, ну, бог с ним, бесплатный, на том спасибо. В общем, селят сейчас только в Иерусалиме. Я сделал фотографию этой таблички, да, с адресом гостиницы. Это как раз таки вот на этом стенде, где эти ребята, солдаты сидят. Сейчас вот она у вас появилась на экране уже, да. И далее вам нужно проследовать, сделать ПЦР-тест. За этот ПЦР-тест вы должны были заплатить либо ранее, будучи еще у себя на родине, да, по интернету заплатили, сохранили на телефон скриншотик, сейчас его тоже покажу на экран. И так получается дешевле, чем оплачивать это в отеле. Так было написано в инструкции. Но, как показала сегодня практика, ребята заходили, опять же, оплачивали все на кассе, прямо в аэропорту. И цена была та же. Стоит на сегодняшний день 80 шекелей. Получаете эту платежку, там такой штрих-код. И идем сдавать ПЦР-тест. Там будет по правой стороне очень много таких полуоткрытых кабинок, да, там сидят девчонки в таких масках за компьютером, и какие-то зеленые, по-моему, лампочки там светились, что можно подходить. Делают они, вот есть отличие, как делают ПЦР у нас в Беларуси, я сдавал два раза ПЦР, и как делают здесь в Израиле. У нас в Беларуси показателем качественного тестирования, да, ПЦР, вот этого мазка, является рвотный рефлекс. Вам эту палочку туда в горло вставляют, и вот если у вас вот так вот всего мутит, ну, либо можно сделать вид, вот теперь вы знаете, что на что ориентируется врач, хорошо он делает ПЦР-мазок, либо нет. Вас должно вот тянуть, да, на рвот. Если вы так делаете, ну все, она такая окей, все, там завернула свою пробирку, и результат будет там через сутки, через 2. Смотря какая поликлиника, частная там, да, не частная. Здесь в Израиле, ну, халтуру делают. Я не знаю, почему у них такая высокая заболеваемость и обнаруживают так много этих заболевших, но делают халтурно. Они, знаете, где? Вот здесь по щеке, внутри по щеке делают. Они в горло даже не лезут туда. Но в носу все то же самое. У нас в носу там что-то немножко взяли. И здесь то же самое. Но вот во рту, не знаю, по идее у всех должно быть все отрицательное. Почему тут такая заболеваемость большая, не знаю. И далее, после того, как вы это сдали, там тоже записали ваш номер паспорта, там, телефон, какие-то данные, да, вам на руку вешают вот этот розового цвета, ну, такой, в отелях обычно всегда такой дают, да, только он вроде пластмассовый. Ну, а здесь вот эта вот штучка, это всего-навсего говорит о том, что вы сдали ПЦР-тест. Выходите из аэропорта, и таких людей много. По правилам, как нужно добираться до малона, до отеля. Добираться можно только на такси, только в маске, только на заднем сидении, да еще и все окна должны быть открыты. Это такое требование, если потом обнаружится, что вы не соблюдали, то дадут штраф 5000 шекелей, да, это $1500. Поэтому лучше всего это правило соблюдать, взять такси и поехать. Такси от аэропорта Бен-Гуриона до вот этого Дан Панорама в Иерусалиме стоит около 300 шекелей. Как договоритесь? 270-300. По сути, это около $100. Сразу тоже хочу уточнить. Обменный курс $100 на шекели
в аэропорту Бен-Гуриона сегодня составлял 297 шекелей всего в Италии. Там есть какие-то аэропортные сборы, поэтому получается меньше. В городе, вроде вот когда, да, закончится весь этот балаган, и по окончании карантина я выйду на улицу, вроде бы 325 шекелей дают со 100 долларов. В аэропорту это всего 297. Кстати, вот бумага, которую вам должны дать хаяль, солдат, да, вот что они дают. Они здесь заполняют время прибытия вашего рейса, там номер паспорта, имя, фамилия, ну и до какого времени, вот здесь написано, до какого времени вам надо явиться в этот отель, заселиться. Вы не можете полдня ездить где-то там непонятно где и заявиться в конце дня. У вас всего 2 часа, чтобы заселиться в отель. Поэтому берите такси в одиночку, ну, либо в складчину, но тогда смотрите осторожно, чтобы вас пока прям никто не вычислил. И езжайте в Малон. Когда вы приезжаете в Малон, опять же показывайте эту бумажку. Все на ресепшене стоят за такой стеклянной стеной. Они даже не хотят ничего давать, ничего брать, они всего боятся. Говорят, вот так вот приложите к стеклу, и все. И они там что-то переписывают, все эти цифры себе вносят, и вам еще даже на почту приходит e-mail. Далее вот в таком конвертике, здесь с указанием номера комнаты, вам дают электронную ключ-карту от двери. Ну, тут здесь, кстати, написано, что это Дан Панорама, Иерушалайм. И дают, что интересно, на русском кодекс поведения в отеле. Ну, по-русски это называется просто правила, да, либо что, инструкция пребывания в отеле. Здесь написано, что завтрак дают с 8 утра до 13:00, ужин с 18:00. Ну, давайте вот эту инструкцию мы с вами подробно разберем вот в следующем видео. Разобьем, потому что это видео уже выходит за рамки, оно такое огромное. Давайте сейчас сюда уже закругляемся. Да, я вам объяснил, как попасть в этот Малон, что из себя представляет Дан Панорама в Иерусалиме. А в следующем видео, сейчас сразу и запишем, да, разберем вот эту инструкцию и посмотрим, что же нам принесли покушать. И как вообще это все происходит. Как вам нужно, чтобы не заразить персонал отеля, забрать свою еду и все остальное. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Все остальное, я думаю, вы и так знаете. Все блогеры всегда просят об одном и том же.